Я обещал отдельно поговорить о деле адвокатов Алексея Навального, Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева. Ведь эта тема важна не только с точки зрения фигуры самого Алексея и его положения, не только из-за персональной судьбы тех, кто выполнял свой профессиональный долг. Это очень скверные новости для всего нашего общества, даже в наши темные времена. В России существует два феномена настолько же удивительных, насколько незаметных – движение наблюдателей и адвокатура. В нормальной ситуации это общественные институты, которые нарастают на институты государственные, на выборы и на правосудие, соответственно. Но выборов, которые можно считать выборами в полной мере и без оговорок, на каком-то значимом уровне в России нет как минимум 10 лет. Пожалуй, выборы мэра Москвы в 2013 году – это последний раз, когда система подверглась испытанию в виде конкурентной процедуры самого голосования на уровне по-настоящему большой федеральной должности. Казалось бы, как на таком выжженном поле с недопуском независимых кандидатов, с электронным голосованием, с привлечением бюджетников может прорасти что-то живое? И ведь у нас оно не просто проросло, но стало одним из самых выдающихся в мире. Такой электоральной статистики, таких механик выявления фальсификаций, такой системы подготовки наблюдателей, таких способностей работать в самых недружественных условиях, пожалуй, больше нигде не найдешь. Наш наблюдатель не просто пара глаз на участке. Наш наблюдатель – маленький электоральный юрист, к которому члены избиркома ходят за разъяснениями по регламенту и процедуре. То же самое касается и адвокатуры. Казалось бы, в России, в сущности, отсутствует уголовное правосудие. Оно не хорошее, не плохое, его просто нет. Суд – это просто финальный этап следствия, на котором обвинительное заключение копируется с флешки прокурора в приговор. Происходящее на судебном процессе – озвучивание позиций сторон, предъявление показаний подсудимого, свидетелей и экспертов, представление доказательств – все это на содержание приговора не влияет никак. Это можно сравнить с игровым автоматом в казино. Устройство такого автомата поддерживает иллюзию, что действие игрока, нажатие разных кнопок как-то влияет на процесс игры. На самом деле, выпавшей комбинацией управляет генератор псевдослучайных чисел, который никак не связан с интерфейсом игры и никак не зависит от того, что там пытается делать игрок. Каждый раунд генератор просто выбрасывает какое-то число, которое либо будет выигрышным, либо нет. Так же и в российском уголовном суде. Там происходит какой-то процесс, который внешне похож на состязательное правосудие. Но на самом деле приговор готов еще до того, как судья вошел в зал суда. Если уголовное дело дошло до суда, то приговор будет обвинительным. Существуют, конечно, всякие ультраисключения. Иногда система дает сбой, иногда в процессе есть присяжные, путающие все карты своим вердиктом. Но общее правило остается неизменным. Обвинительное заключение становится обвинительным приговором, причем вместе со всеми орфографическими ошибками. Казалось бы, в такой системе уголовная адвокатура не может существовать в принципе. Не очень понятно, зачем платить порой немалые деньги человеку, который не может добиться для тебя оправдания по определению, безотносительно обстоятельств дела. Но на самом деле именно такая конструкция судебной системы делает профессию адвоката куда более важной для общества. Только присутствие адвоката поможет вам не содействовать следствию в деле посадки самого себя. Только адвокат будет вашей связью с волей из СИЗО. Адвокат не оставит вас один на один со всеми теми ужасами, которые российская силовая машина может вытворять с людьми. Все-таки насиловать шваброй человека, к которому регулярно ходит адвокат, способный писать жалобы, намного сложнее, чем человека без адвоката вовсе. Ну и самое главное, адвокат, если это нормальный адвокат, а не защитник по назначению, делает вас очень неудобным пассажиром для следствия. Заставляет его дополнительно напрягаться, писать намного больше бумажек, выкидывать какие-то уж совсем вздорные материалы из дела. В нашей стране хороший адвокат – это не тот, кто может добиться оправдания в суде. Хороший адвокат – это тот, кто может добиться прекращения дела, переквалификации на более легкую статью или вывода из дела своего подзащитного. В отличие от единичных случаев оправдания в процессе, прекращение дела на этапе предварительного следствия происходит гораздо чаще. В России эта практика совершенно массовая. Мы это говорили и раньше по многим другим поводам, в частности в контексте мобилизации, но стоит повторить еще раз. Государство – это огромный рыболовный траулер. Он вытягивает рыбу сразу тонной. Если особо ретивая рыбешка выскользнула из сети, траулер не будет разворачиваться и гнаться за ней одной. Оно того не стоит с его точки зрения. Следователь работает на статистику. Ему палки нужны, он работает на количество. Следователю, в общем-то, обычно нет дела, кого закрыть за закладку, Иванова или Сидорова. Но если у Иванова есть адвокат и мороки с ним как с 10 Сидоровыми,
то выгоднее от Иванова отцепиться. Жизнь так устроена, что на каждого Иванова с адвокатом, который будет бороться и качать права, докапываться до косяков в протоколах и следственных действиях, поднимать шум и скандал, найдется сколько угодно Сидоровых, которые со страху сразу все подпишут и еще на пару статей себе наговорят. Но даже если дело не удалось развалить или хотя бы сильно смягчить обстоятельства до суда, в самом суде адвокат не становится бесполезным зрителем. Как и в случае со следствием, хороший адвокат заставляет судью немножко поработать, вчитаться в материалы дела, а не механически их бубнить. Судья не может никого оправдать, даже если очень хочет, и невиновность подсудимого для него очевидна. Опять же, бывают изумительные исключения, но мы не о них. У большинства российских судей за всю карьеру нет ни единого оправдательного приговора. Оправдание подсудимого для судьи – прямой путь на квалификационную коллегию, где судья лишится статуса и судьей больше не будет. Причем подсудимому оправдание может вообще никак не помочь. Вышестоящая инстанция почти гарантированно отменит такой приговор. Но не нужно считать судей какими-то специальными злодеями. У них есть широкий инструментарий и эрзац оправданий. Таких оправданий без оправдания. Например, наказание, не связанное с лишением свободы, условный срок, назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного статьей. Тогда человек либо сразу выходит по уже отсиженному до приговора в СИЗО, либо уезжает на какой-то совершенно минимальный срок. Все это не касается политических дел, не касается именных процессов. Не касается случаев, когда степень вины и меру наказания определяет лично Путин. Не касается случаев дележа имущества и раскулачивания предпринимателей в пользу местного полковника ФСБ. Но таких дел, когда государство занимается человеком не как статистической единицей, а персонально, когда судьба человека предрешена еще до задержания, таких дел наберется лишь несколько тысяч в год по всей необъятной стране, в которой мировые и федеральные суды ежегодно рассматривают около 1 миллиона уголовных дел. Мы постоянно слышим о политических делах, но остальные 997 тысяч процессов выглядят скучнее, чем фикус в кабинете дознавателя. Становятся ли адвокаты бесполезны в политических делах? Если считать их работой то, о чем мы говорили до этого, то да. Нет варианта, что дело против Навального или Яшина каким-то образом развалится на этапе следствия, что судья бочком-бочком извернется и выдаст им срок помягче. В таких делах не только приговор утвержден в момент возбуждения дела, но и назначены специальные проверенные люди, следователи, прокуроры и судьи, кадры на которых можно положиться, совесть у которых давно ампутирована. Но базовых своих свойств адвокат в таких процессах не теряет. Он все еще обеспечивает связь своего подзащитного с волей, с родственниками, соратниками, журналистами, правозащитниками. Его задача при всей обреченности самого следствия и суда так отработать в процессе, так вести внешнюю коммуникацию, чтобы ни у кого не осталось ни единого сомнения, дело сфабриковано от начала и до конца. Что в деле нет ни слова правды, что это не тот случай, когда следствие к чему-то прикопалось, не к чему там было прикапываться. И важно это показать. Первая задача адвоката в таком случае – не позволить процессу выполнить свою пропагандистскую функцию. Невозможно повлиять на приговор по Киров-Лесу, но все должны понимать, никакой лес Навальный не воровал. Вторая важнейшая роль адвоката в политических делах – защита внесудебными методами. Мы видели, как это делается, например, в работе Ильи Новикова, в процессах против украинских военных и активистов после 2014 года. В деле, например, Надежды Савченко не было задачи ее защитить в российском суде. Задача была организовать сделку по обмену и возвращению Савченко в Украину. Если говорить корпоративным языком, то адвокаты выполняют роль не только public relations, но и government relations. Через них идет непубличный торг с государством. Они проводники предложений и аргументов из высоких кабинетов в застенки и обратно. Адвокатура – это частный случай общей проблемы, огромного разрыва между уровнем развития российского общества и государством. При этом адвокатура у нас выдающаяся, способная работать в любых невозможных условиях. До последнего времени адвокатов старались не трогать. Лишали статусов было, давили сколько угодно, уголовные дела даже заводили, в очень специфических случаях, не привлекавших большого внимания. С одной стороны, разрушение адвокатской неприкосновенности, криминализация профессиональной деятельности – вполне ожидаемый шаг. Сегодняшние новости в России – это вчерашняя Беларусь. В 2020 году на волне политических дел белорусская адвокатура была фактически разгромлена. Против адвокатов, решившихся защищать лидеров протеста и политических активистов, возбуждали дела ковровым образом. Тем не менее, хотя уголовное преследование адвокатов и было ожидаемым, более нормальным оно от этого не становится. В случае адвоката, как и в случае врача,
профессиональная деятельность неотъемлема от профессионального долга. Все-таки защита – это не торговля семечками, это служение обществу. И эту деятельность сейчас государство прямо пытается объявить преступлением. Совершенно понятно, что беда не ограничивается персональной судьбой адвокатов Алексея Навального, Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева. Понятно, что это вполне конкретное сообщение всему профессиональному сообществу. Прикасаясь к политическим делам, вы можете легко стать его фигурантом. Такого рода дела никогда не повисают в воздухе. Они не бывают единичными. Они задают новую норму. Для первого дела нужно политическое решение. В следующих случаях нижние этажи системы уже будут понимать, если адвокат мешается в политическом деле, то становится его соучастником. Но и на этом все не останавливается. Всякий раз мы видим, что инструменты, придуманные для целей политических, начинают решать вполне бытовые задачи для тех, у кого есть к этим инструментам доступ. Ну вот, например, список иностранных агентов. Журналист Раст, журналист 2, политический активист, популярный блогер. А потом хлобысь, вдова олигарха, находящаяся в затяжной тяжбе за наследство мужа. Чё к чему? Где Максим Кац и Александр Плющев, а где Катерина Босов? Но просто поражение в правах путем включения в список врагов народа тоже неплохой инструмент в дележе имущества для тех, у кого есть средства. Тут то же самое. Если путем осуществления своей профессиональной деятельности можно стать членом организованной группы со своим подзащитным, стать его соучастником, если прецедент такой есть, то его всегда можно преобразовать в практику. И совсем не обязательно, чтобы подзащитного звали Алексей Навальный. Российская адвокатура – это пока еще не клуб рассерженных филтеристов. Среди адвокатов остаются влиятельные люди с большими связями, вхожие в высокие кабинеты. И если они сейчас осознают, что это не дело против 3 конкретных людей, а против всей профессии, осознают, что когда в следующий раз пойдут защищать впавшего в немилость министра или олигарха, которого раскулачивает ФСБ, их самих закатают просто за компанию. Если адвокаты это осознают, то у них еще будет шанс побороться. Шанс провести кампанию солидарности и сделать этот кейс очень неудачным и неуспешным для власти. К сожалению, мы понимаем, что, скорее всего, при той степени апатии и страха, в котором пребывает общество в целом и профессиональное сообщество в частности, маловероятно, что сопротивление случится, хотя хорошо бы. Но, скорее всего, все просто перекрестятся, что в этот раз черный воронок проехал мимо их двери. А значит, если будет так, и если действительно сопротивление не получится, то велика вероятность, что варвары снова преуспеют. Преуспеют в умышленном разрушении всех государственных и общественных институтов. Всего, в чем теплилась хоть какая-то жизнь. Варвары рушат то, что не они создавали, что возникало им вопреки. В этом экзистенциальная угроза сохранения Путина у власти. С каждым новым его днем в Кремле все запущеннее становится то пепелище, которое мы обнаружим после. Пепелище, где не останется профессионалов, людей с репутацией, сообществ с принципами. Ничего из того, на что можно опереться в деле восстановления страны. Пока это еще не так, но может стать так. Государство, для которого официально нет неприкосновенных, нет ничего святого, в котором под огромным риском оказываются даже защитники, это очень опасное государство. Опасное в первую очередь не для тех, кто вынужден был уехать, опасаясь преследования, а для тех, кто думает, что его не заденет, что он сможет пересидеть, что получит какую-то от этого государства выгоду, кто работает на режим Владимира Путина. Они теперь в том положении, когда на пути государственных челюстей к их тонкой шее никто даже зубочистку не вставит. В конце нужно повторить то, что я сказал вчера. В случае с политиками, журналистами, активистами могут быть какие-то дискуссии, правы ли те, кто остался и пожертвовал собой, или те, кто уехал и смог продолжать деятельность. В случае с защитниками, которые до последнего выполняли свой профессиональный долг, до последнего действовали в интересах своего подзащитного, никаких вопросов нет. Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер – герои и гордость нашей страны. Уголовный защитник как врач. Его миссия – бороться за человека, который доверил ему свою жизнь до конца и без относительно внешних обстоятельств. Адвокаты Алексея Навального свою миссию выполнили добросовестно и сполна. До завтра.